Друзья, приветствую вас. Это утренний обзор на канале Ниндзя Капитал. Давайте рассмотрим текущие новости, события, что сегодня ожидается и какие движения предполагаются по ключевым активам: доллару, нефти, золоту, рублю и так далее. Для начала давайте посмотрим календарик. Китай сегодня отдыхает, там национальный праздник. Но страсти вокруг Китая по-прежнему кипят, особенно то, что касается Эвергранда. Так, ну вот по информации Bloomberg приостановлены торги акциями Evergrande, потому что там ожидалась выплата по облигационному займу и решили не рисковать. Насколько я понимаю, речь идет о иных площадках, потому что в Китае выходной день, и там ключевые площадки сегодня закрыты. Но по сути ситуация с Evergrande – это состояние рынка недвижимости Китая. Даже если с Evergrande все это дело залинуют, закроют, рынок недвижимости Китая, который проблемный в настоящий момент, и не только недвижимости, его некуда девать. Еще такой примечательный момент: возникло расследование Пандора, бумаги Пандоры, о действиях ряда очень крупных чиновников из разных стран мира, просто состоятельных людей, членов королевских семей, их действия, связанные с офшорами. Но время как нельзя подходящее для того, чтобы эту информацию выбросить. Вопрос в том, как события будут развиваться и в каком направлении подует ветер. И здесь, я думаю, то, что такая информация вышла именно в период волатильности и неопределенности, это весьма характерно. Обычно в такие моменты и запускают. Пока что не до конца ясно, против каких лиц данное действие, скорее всего, было направлено. Обычно такие вещи их публикуют, приурачивают к каким-то событиям или к возможности отправить кого-то в отставку. До конца не ясно в данном случае, на кого, возможно, это было направлено. Опять же, я не верю в теорию заговоров, но когда подобные вещи выпускают именно в моменты начала турбулентности, волей-неволей приходит на ум, что ну а почему их не выпустили там на месяц раньше или после Нового года? Непонятно. Выпустили именно сейчас. В любом случае это придаст турбулентности и, возможно, на рынке окажет не самое лучшее воздействие то, что подобная новость, она вышла в свет. Так, друзья, вернемся к календарику. По Соединенным Штатам вышли данные об общем продаже автомобилей и объеме. Ну и текущая ситуация, она достаточно удручающая. На данный момент продажи соответствуют тому, что было в пик кризиса 2020 года. То есть здесь произошел провал. Ну, понятное дело, здесь сочетание факторов. Это и то, что нехватка автомобилей. Ну и здесь, я думаю, такое движение, оно в ближайшее время негативно отразится на американской экономике, на секторе услуг, потому что многие услуги, они связаны именно с автомобилями. Но если анализировать, как этот риск может раскрыться, такое падение в продажах автомобилей, весьма вероятно, это будет весной 2022 года, потому что вот эти изменения, они должны накопиться и создать определенную предпосылку для развития дальнейшей турбулентности в смежных сервисных областях. Так, далее. Сегодня в 12 часов данные о валютных интервенциях Банка России и в час заседания ОПЕК. Но и более значимых событий на сегодня не ожидается. Так, то, что касается валютных интервенций Банка России. Но здесь, судя по всему, должно быть продолжение в районе предыдущих значений, то есть достаточно высокие скупки валюты. Если обратиться к причинам, почему при таких ценах на нефть и на сырье высокие объемы покупки валюты, то вот в определенных изданиях видение, что скупка валюты идет из-за того, что готовится к катастрофе. Но на самом деле с 2012 года идет планомерное снижение, то есть экономика не растет, находится в стагнации. Когда-то этот вопрос он должен разрешиться. Ключевой вопрос – когда? Фундаментальный анализ, он отвечает на вопрос, какое движение возможно, но не отвечает на вопрос, когда. Вот здесь фундаментальный
Анализ говорит, что какая-то пертурбация в России должна быть, но пока точно сказать нельзя по той простой причине, что постоянно что-то происходит. Так, ЦБ остановится, где ЦБ остановится, неясно, банки готовятся к дальнейшему повышению ключевой ставки. Смотрите, здесь действительно ситуация не до конца понятна, потому что Центробанк борется с инфляцией, а ФРС он с инфляцией не борется. Он воюет за экономический рост и рост благосостояния. Поэтому, соответственно, политика в части изменения ставок, она отличается. То есть концепция, что движет Центробанком и ФРС, она отличается, и поэтому действия у них разнятся и могут быть противоположными. Так, готовится какое-то движение в ценах на золото, судя по таким заявлениям. Так, еще далее. Перейдем рубеж. Рекордно выдаст 500 тысяч паспортов. Смотрите, здесь по поводу выдачи гражданства ситуация, она достаточно прозаичная. Можно смягчать, можно ужесточать требования, и таким образом вполне происходит и рост, и снижение в зависимости от потребностей. Так, в Гонконге приостановили торговлю акциями крупнейшего девелопера Китая, Evergrande и связанных с ним компаний. Боятся, что дефолт вообще спустит вниз совершенно котировки, и, соответственно, компания обанкротится. Здесь на самом деле Evergrande это всего лишь индикатор состояния рынка недвижимости Китая. Поэтому, не Evergrande, что-то другое, рано или поздно сдуется. Так, друзья, давайте перейдем к графикам. Китай. Китай сегодня отдыхает, там ключевые площадки закрыты, поэтому, соответственно, сегодня есть в некоторой степени в мире эффект тонкого льда. Конечно, это не то же самое, когда закрыты Соединенные Штаты и Европа, тем не менее определенные моменты могут возникать. Так, Baltic Dry на прошлой неделе улетел в космос, и в ближайшее время мы увидим, как ситуация с инфляцией издержек, она будет усугубляться. Я рад, что наконец члены ФРС несколько прозрели и начали сообщать, что они боятся инфляции, потому что до этого были заявления, что инфляция пройдет. Конечно, она пройдет, вопрос только когда. Так, друзья, далее то, что касается VIX, индекс страха и волатильности. Смотрите, на прошлой неделе, это недельный таймфрейм, это движение ужас-ужас, оно пошло, были поколоты важные уровни, существенное сопротивление, которое находится в районе 25, буквально чуть-чуть не дошли. Тем не менее, закрытие было достаточно позитивным для такой ситуации ужасной, 21. Конечно, на 19,5, 18,5 не ушли, но тем не менее закрытие на текущих значениях говорит о том, что на новой неделе весьма вероятно движение в консолидационном диапазоне. Но опять же, здесь риски возникновения каких-либо событий, которые могут все это поколебать. И что ориентироваться, если вообще на график ВИКСа, то он развернулся, он идет наверх. Но по законам жанра здесь должна быть консолидация. Так, друзья, далее индекс доллара, недельный таймфрейм. Смотрите, здесь, к сожалению, картина, она однозначная. Мы с вами видим двойное донышко. И если он в ближайшие неделю не уходит вниз в район 92,7, то отсюда у него движение предстоит только сюда, в район 97,7, 97,6, к этим значениям. А если такое движение произойдет в индексе доллара, то несложно представить, что будет с рублем и другими рынками фондовыми. Но опять же, если анализировать динамику движения по индексу доллара, здесь должна быть какая-то затяжная консолидация в этом диапазоне. Если не происходит откат, он должен немножко в этих диапазонах где-то походить, поторговаться. Так, друзья, далее S&P 500, недельный таймфрейм. Здесь попытка начать ужас-ужас, но пока что не вышли за рамки этой ситуации, которая была год назад. Все в пределах этого хаоса, который здесь пытались насадить. И как видите, после того, как начались аналогичные колебания, рынок вырос еще процентов на 30-40. Далее дневной таймфрейм. Должен сказать, данные по продажам автомобилей, они несколько удручают. И эти данные, они к весне, скорее всего, развернутся в виде
какого-то движения негативного. Может и сейчас что-то произойти, но я думаю, все-таки до Нового года эту ситуацию протянут. Не будут никого пугать и дадут спокойно встретить Новый год прекрасный. Ну и нюанс заключается в том, что если ориентироваться на восточный календарь, то этот год, 2021 год, год быка, ну и, в общем-то, бык есть бык, что мы и видим. Следующий год тигра. Годы тигра, они обычно годы потрясений. Так что готовимся к турбулентности, которая будет расти на глазах. Так, ну и то, что касается текущей ситуации по S&P, дневной таймфрейм, здесь идет движение в боковике. Соответственно, обозначились минимальные значения, они находятся в районе 4300, ну даже так, 4280-290. Соответственно, данные значения, они будут выступать сильной поддержкой. Если они не пробиваются, от них будут выкупать и пытаться его выталкивать наверх, чтобы он либо консолидировался, либо к Новому году вырос и не разочаровывал инвесторов и показал новые максимумы. А сейчас, если на дневной таймфрейм ориентироваться, то ситуация 50 на 50, нельзя сказать, что побеждают тенденции, которые поведут наверх, нельзя сказать, что вот все, сейчас обвалимся, пойдем вниз. Здесь как раз вот, что называется, он застыл в ожидании каких-то событий и заявлений. Что здесь может послужить драйвером для того, чтобы пошло движение вверх? Это разрешение позитивной ситуации с американским госдолгом и, наконец-то, что демократы с республиканцами договорятся и подпишут, воплотят в жизнь окончательно инфраструктурный план. Ну и до этого момента есть время поколебаться в этом диапазоне. Так, друзья, то, что касается часового таймфрейма, на сегодня удержание уровня 4300 ведет к тому, что будет сегодня в течение дня движение на 4460, вот сюда к этому значению. Если здесь возникает пробой, то будем тестировать вот эти минимумы, ранее обозначены, в районе 4280. Пока все факторы указывают на то, что движение будет наверх. Так, друзья, далее золото. По золоту смотрите, ситуация указывает на то, что пойдет сейчас движение, цель которого 1766. Соты, конечно, по золоту вышли не очень хорошие. Тем не менее, на сегодня план такой. Удержание уровня 1755 сегодня до конца дня приведет к движению в район 1777. Если здесь возникает пробой, мы уходим искать поддержку в районе уровня 1749, вот сюда. Так, далее нефть. Ну, смотрите, здесь все прекрасно. 79 идет консолидация на часовом таймфрейме в районе 79. Здесь, если мы сейчас не откатываемся, не пробиваем 78,7, то отсюда у нас весьма вероятно сегодня в первой половине дня движения, у которого цель в районе 80,2. Вот сюда, к этому значению. Так, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, часовой таймфрейм. Видите, как мы чудесно открылись. Все игрище сейчас идет в районе уровня 72-75. Вот здесь вот в районе этой оранжевой линии. Я думаю, основные события будут развиваться ближе к 12 часам, когда там по поводу закупки валют будет информация. Сейчас на текущий момент, если мы в течение 1-2 часов не пробиваем 72,7, вот это значение, то у нас после консолидации к обеду пойдет движение, у которого цель будет сходить опять на 73. Пробой вот этого диапазона ведет к тому, что мы сегодня в течение дня уходим на 72,65. Вот это движение, оно пока себя еще не выработало, но если здесь возникает пробой диапазона, уходим искать поддержку, набираться сил вот сюда, в этот диапазон. Пока что все факторы указывают на то, что будет консолидация в районе этого значения, но к 12 часам посмотрим, будет, не будет здесь пробой, если не будет, то уходим наверх. Так, друзья, был вопрос по ГМК, что с ним делать. Ну, смотрите, одну ключевую цель 21500 мы отработали. Ну, можно сказать, что отработали. Соответственно, отсюда может вполне развиться отскок, у которого цель движения вот эта оранжевая линия. Но я думаю, для того, чтобы его брать на какой-то срок, средний, долгий срок, нужно дождаться, когда здесь будет более четкая разворотная формация. Это дневной таймфрейм. Сейчас весьма вероятно пойдет движение наверх. Если ориентироваться на 4-часовой таймфрейм, должен быть в ближайшее время отскок на 24.
Опять же, критерий очень простой. 21 450, 21 500. Если это значение пробивается, он идет на 21. Если не пробивается, то действительно это разворотная формация. В ближайшие дни мы получаем отскок, цель которого 24. Так, друзья, далее Сбербанк. Беру 4-часовой таймфрейм. Но смотрите, у Сбербанка, за который очень основательно взялись в пятницу, есть серьезная поддержка. Это 334, 333,5. Если она пробивается, он уходит вот сюда, в район 324, здесь собираться с силами. Если это значение удерживается сегодня-завтра, то мы идем на 350. Так, друзья, далее Газпром. Ну, смотрите, с Газпромом ситуация предельно простая. Вот у него есть уровень, который проходит в районе 339. Если этот уровень в результате отката не пробивается, идет неукоснительный рост. Цель переписать исторический хай 369 и потом дальше 400-420. Так, друзья, далее ВТБ, падший ангел. Соответственно, по ВТБ у нас ушли ниже. Ну вот были попытки 51 пробить и свалиться, но его каждый раз откупают. Позитивный момент, это означает, что на этой неделе весьма вероятно разовьется коррекционный отскок, у которого цель движения будет 5,4 копейки. Критерий того, что это не происходит, откат и пробой уровня 5 копеек. Во всех остальных случаях весьма вероятно он будет расти. Друзья, все, спасибо за внимание, успешных торгов.